Всем здорово, всем привет. Ну что, не знаю, началось, не началось. В общем-то, вопрос, как обычно, сразу вот там вот напишите, пожалуйста, как меня видно, как меня слышно, нормально ли все идет, ну и так далее и тому подобное. Так, а я, пожалуй, начну с вами здороваться. С теми, кто уже поздоровался. Привет, Анатолий. Привет, Абдыкалык, извиняюсь. Имя правильно ли ставлю ударение. И приветствую, Мастер Ключ тоже. Доброго всем вечера, кому дня, кому утра, а кому доброй ночи. Ну, а кому-то, наверное, уже доброго утра. Виктор тоже доброго дня. Доброго вечера, точнее говоря. Вот, что я хотел сегодня на нашем замечательном стриме провести. Значит, давайте пока, значит, я проведу вступительную, так сказать, как обычно это мы делаем. Ну, чтобы пока ожидаем основную массу людей. Привет, Дмитрий, тоже. И второй Дмитрий тоже приветствую. И Владимир тоже. Доброго вечера. Значит, что мы делаем обычно? Обычно я в самом начале стрима рассказываю, значит, куда всех приглашаю. Алексей, тоже добрый вечер. Значит, вот наш замечательный канал. Это понятное дело. Заходим также на наш сайт, на котором много чего полезного есть. Заходим на наш, значит, Telegram. Там группа уже больше 350 человек. О, нет, ввел в заблуждение. 326 человек, 44 онлайн. И также заходим на наш форум. Вот наш форум, на котором тоже много полезного, интересные файлики, всякие документация, ну и также беседы интересные. Ну, на ВК, на Инстаграм, я не знаю, есть смысл, можете заглянуть, конечно, но интересного особо там немного. Вот, поэтому рекламировать те странички я, пожалуй, не стану. Так, возвращаемся на нашу камеру сюда. Так, Алексей, тоже доброго вечера. Значит, туда я уже пригласил. Также все прекрасно знают, чем мы занимаемся. Вот, подключение иммобилайзера, пин по вину, пин по дампу прошивки можем установить, ремонт блоков управления различных и так далее и тому подобное. В общем-то, все программно-аппаратные дела, связанные непосредственно с различными блоками управления. Также можем дистанционно помочь с диагностикой оборудования. Ну, понятное дело, для этого у вас должно быть как минимум хоть какое-то базовое оборудование. И, кроме того, ну, программа стоят там типа TeamViewer или чего-то в этом роде. Вот, значит, что у нас сегодня по стриму. Кстати, для этого зайду еще для уточнения. Ладно, нет, это мы потом все-таки сделаем на наш сайт. Будем возвращаться к некоторым енотам, которых я упустил, значит, в самом начале. И потому что это нам, в общем-то, в этом стриме замечательно понадобится. Сегодня что у нас по стриму? Не знаю, выложу я потом там таймлайн так называемый для тех, кто не посмотрел, сам стрим не поучаствовал, а потом, значит, будет смотреть в записи, и все темы, может быть, кому-то будут неинтересны. Если не забуду, сделаю таймлайн. Если забуду, я думаю, кто-то в этом сможет помочь. Значит, сегодняшние темы. Сегодняшняя основная тема, что необходимо для отключения иммобилайзера и для работы с иммобилайзером. Приветствую, Михаил, тоже. Вот, значит, какие у нас будут осматриваться темы, скажем так. Что необходимо из оборудования. Пройдемся по типу оборудования и какое необходимо. Также пройдемся по нашему замечательному альянсу. Что это такое, все прекрасно знают, наверное, кто не знает. До этой темы мы также затронем эту тему, расскажем. И все же, как планировалось когда-то давно в прошлом, начинали уже эту тему, в общем-то, реализовывать. Решил опять посидел вот во время этого карантина. Понятное дело, клиентов стало немножко меньше. И пришел к выводу, так появилось немножко более свободного времени для обдумывания всех ситуаций. Пришел к выводу, что курсом быть. Курсом по подготовке. Значит, смотрите, единственное, что по курсам
Ладно, об этом поговорим позже, когда мы до них дойдем. Значит, до курсов до наших замечательных. Итак, значит, что у нас по сегодняшнему стриму? Вот там вот сбоку, как обычно, задавайте свои вопросы, которые у вас будут возникать. Вот вопросы старайтесь задавать по началу стрима касаемо того, что я буду рассказывать, чтобы не отклоняться особо в сторону. И после этого... О, привет, Зорька. Приветствую, приветствую. Почетный гость тоже у нас на канале. Вот. А потом, значит, затронем какие-нибудь, может быть, не стримовские темы, которые, может быть, тоже кому-то будут интересны. Тут у меня немножко душновато. Сегодня непонятно, что творится. Я, подождите одну минутку. Какую минутку? Пару секунд. Открою все-таки вентиляцию, окно немножко. О, а то получается, сижу возле батареи практически и реально просто нечем дышать. Вот так вот. Уже голова даже немножко начинает кружиться, хотя по сути стрим только начался. Итак, ну что, я думаю, пожалуй, начнем, пожалуй, приступим. Итак, значит, что у нас необходимо из оборудования? Понятное дело, надеюсь, все это прекрасно понимают, чтобы лезть в иммобилайзеры, чтобы не было какой-то непонятной ситуации. Значит, какая ситуация может быть? Я, который уже говорил об этой ситуации на некоторых наших стримах, о том, что присылают некоторые товарищи в отключение иммобилайзера, значит, какой-то блок, иммобилайзер отключается, все нормально, а машина не заводится. Значит, что у нас для этого надо? Отлично. Для этого нам надо диагностическое оборудование. Значит, перечислять диагностическое оборудование, которое необходимо для установки причины, в этом стриме я, пожалуй, не стану. У нас для этого есть уже проведенные стримы, уже проведенные обзоры, и не будем переливать из пустого в порожнее. То есть диагностическое оборудование, значит, повторюсь еще раз, приветствую еще раз, Зорика. Вот, значит, диагностическое оборудование, которое нам необходимо, это, значит, что-то из мультисканеров. Ну, перечислять, как я уже говорил, не будем. Значит, касаемо диагностики и установки причины в иммобилайзере дело или нет, думаю, в общем-то, с этим... В общем-то, разберетесь, как говорится, сами. Если сами не разберетесь, Viber и WhatsApp у вас есть. Вот, значит, телефончик вот сбоку, вот здесь вот на черном фоне указан. Также внизу под каждым видосиком он есть. И, понятное дело, пишем, спрашиваем. Значит, как я уже говорил ранее, если вопросы грамотные, за это денег абсолютно никаких не беру. На грамотные вопросы отвечаю грамотно, ну, по возможности, по своей, конечно. И, соответственно, в общем-то, вот такие вопросы. Если начинаете уже конкретно тупить, тут не обессудьте. Могу и захотеть немножко денег за отнятое время. Это понятное дело. В общем-то, надеюсь, все прекрасно меня понимают в этом. Итак, значит, с диагностическим оборудованием мы с вами закончили. Ну, единственное, что я уточню. Кроме диагностического оборудования, все-таки необходимо еще кольцо накачки. Значит, стоит оно реально копейки у китайцев. Если хотите сэкономить эти свои копейки, можете это кольцо сделать сами. У нас на канале также было видео, как это кольцо сделать, ну, минут 15 времени понадобится. То есть понадобится обычная тонкая проволока, провод, точнее говоря, заэкранированный, и понадобится обычный светодиод. Сложного в этом абсолютно ничего нету. Как его сделать, найдете видео на канале. Хотел также сделать небольшую поправку, отступление от того, о чем начал говорить. Список оборудования на проверенных китайцев есть почти под каждым видео внизу. Под этим видео, понятное дело, он будет присутствовать тоже. Также он есть на нашем форуме. Чем более новое видео, какое-то оборудование я докупаю постоянно, список обновляется. Полный список можно найти. Значит, лучше всего искать, конечно, на форуме по ссылочке. Как найти
наш форум. Я еще раз повторюсь, заходим сюда, вот наш канал, и вот эта вот зелененькая пимпочка, написано форум. Нажимаем, сразу выходим на список оборудования. Если хотим просто полазить по форуму, нажимаем вот эту кнопочку форум. И вот, в общем-то, все темы нашего форума. Также здесь есть ветка, где обсуждаем хороших и плохих продавцов, ну и так далее и тому подобное. Ну что ж, пожалуй, вернемся опять к теме, о которой мы говорили до этого. Добрый вечер, Канадбек. Извиняюсь очень сильно, правильно ли произношу имя. Вот, значит, продолжим. Значит, что нам необходимо дальше? С диагностическим оборудованием, я считаю, мы закончили. Да? С перечнем, более подробный перечень у нас есть видео про диагностическое оборудование, какое лучше купить, как его правильно выбрать, не облажаться и так далее. Думаю, найдете. Если не найдете, спрашивайте. Помогу, подскажу. Во всяком случае, дам ссылку. Если не забуду, тоже под этим видосом сделаю ссылку или, может, сюда куда-то вставлю. Не знаю, как получится, в общем-то. Ну, думаю, найти особого труда ни у кого не составит. Потому что процедура несложная. Приветствую, Вадим, тоже. Значит, продолжим дальше. Какое оборудование нам необходимо для привязки ключей? Начнем с этого. То есть оборудование тоже были обзоры уже по этому поводу. Ну, здесь перечислю, наверное, основные сканера. Значит, как я говорю, ссылки тоже внизу есть на проверенных китайцев. Из проверенных сканеров это, наверное, у нас будет Tango, понятное дело, и ZBull. Ну, это вот как самые ходовые, наверное, которые работают непосредственно с привязкой чипов и работают на столе, а не по ОБД. Приветствую, Виталий, кстати, тоже, да. Вот. Также, понятное дело, кроме этого, если мы уже будем работать с ключами и с иммобилайзерами непосредственно на столе, также для отключения и для привязки, опять же, тот же пин выдрать, тот же дамп какой-то, по которому будем вязать ключ, значит, понадобятся программаторы. Основные, которые я считаю, это мое сугубо личное мнение, у кого-то оно может отличаться. В первую очередь, это, конечно же, Orange. Вот, после него я бы рассмотрел TL866, он же Wizard Proc. Почему бы я обратил внимание также на него? Потому что, в отличие от большинства других программаторов, он отлично работает с флешем, а не только с EEPROM. С процессорами, к сожалению, он не работает. Если бы он работал с процессорами также, я бы посоветовал в первую очередь его. Но так как с ними он немножко слабоват, поэтому, ну, точнее, вообще никакой. Поэтому в первую очередь я, пожалуй, посоветую все-таки Orange. Так? Вот. Ну, а потом уже TL866, он же Wizard Proc, и еще у него несколько названий. Uniproc, по-моему, он еще называется, и еще как-то. Вот. После этого, конечно же, наверное, обратили бы внимание на Xproc, потому что он с BMW, в принципе, неплохо дружится. После этого CarProc, хотя, наверное, CarProc все-таки раньше, чем, значит, Xproc все-таки я бы рассмотрел. Но, опять же, это ваше сугубо личное мнение. Это я, как говорю еще раз, высказываю свое личное мнение, которым кто-то может быть не согласен. Кстати, можете тоже снизу рассказать, что вы думаете по этому поводу. Ну или здесь вот задавать вопрос, как обычно. Понятное дело, что кроме всего этого вам обязательно понадобится паяльная станция. Значит, я уже говорил не единожды и, наверное, все-таки повторюсь, что программировать микросхемы на столе через прищепки всякие крайне не рекомендую, потому что, значит, при программировании микросхемы через прищепки вы запитываете не только эту микросхему, а также и все, что стоит с ней в обвязке. Кроме того, значит, мало того, в общем-то, могут возникнуть какие-то конфликты с микросхемами другими, которые стоят в обвязке с этой на программном уровне, что тоже, в общем-то, нехорошо. Было уже много ситуаций, когда, ну вот с Атегой у меня первый раз такая картина получилась.
После этого, ну, темик этот блок, который управление двигателя, когда шил через прищепку микросхему, там просто надо прогревать аккуратно плату, и было, в общем-то, немножко тяжело это делать по началу еще своей работы, и решил через прищепку, в общем-то, ее зафлешить, епромку эту непосредственно прошить. По результату завалил процессор. В общем-то, да-да-да. Значит, ну вот поэтому через работу с непосредственно прищепки без выпаивания микросхемы я не рекомендую. Поэтому паяльная станция вам все-таки понадобится. Ну, по этой теме, я думаю, мы с вами сделаем еще отдельный стрим, в котором мы с вами обсудим, как правильно паять и все остальное. Понятное дело, оборудование желательно оригинальное, но оригинальное стоит много денег. В принципе, большинство работ делаю китайским, поэтому, в общем-то, смотрите сами. Я ни на чем не настаиваю, Виталий, в общем-то, поэтому, в общем-то, как я уже говорил ранее, высказываю свое сугубо личное мнение. Вот так вот. Михаил тоже доброго вечера, приветствую. Так, вот вопросы пошли. Мастер-ключ. Я вот думаю взять VVDI. Прок читал, что с блоками CAS хорошо работает, а Orange вроде их валит. Ну, честно сказать, не сталкивался с такой ситуацией, чтобы завалить блоки. Кстати, по, значит, BMW нормально просчитал конфигурацию, уже алгоритм по всем Siemens, начиная от MS41 до начиная MS45. Так что, если кому-то надо, вы знаете, Viber, WhatsApp, вот номера указаны, пишите, поможем. Процедура немножко более геморная, чем обычно, в общем-то, но работает лучше всех калькуляторов. Вот, поэтому поняли, о чем я, да? Значит, привет, Ромер ТСВ, тоже доброго вечера. Ну, опять же, VVDI, сами понимаете прекрасно, блок оригинальный. И какой плюс в оригинале перед китайцем? Если что-то сработало не так, как надо, и адекватная поддержка, то этот вопрос с официалами, у которых купили это оборудование, решается намного более качественно, чем от китайцев, как говорится, если что-то завалили, это ваша личная проблема. А оригиналы, если адекватные, то могут, в общем-то, чем-то помочь. Это понятное дело, так что в этой стороне, конечно, Виталий прав абсолютно. Но с другой стороны, если, скажем так, еще не сильно развита база клиентов и нет суммы, которую вы готовы заморозить вот так резко на старте, то можно рассмотреть Китай. Опять же, как я говорил, смотря что из оборудования, что стоит брать, а что не стоит брать. Ну, это я же говорю еще раз. Смотрите сами. Я настаивать ни на чем не буду. Я просто высказываю свою точку зрения. Вот такая вот картина. Что ж, продолжим. Также прекрасно понимаете, что если работаете с ключами, вам необходимо что-то, что работает по ОБД. Не всегда удобно для привязки ключа блок снять, повезти с собой домой, так далее, потом ехать за какое-то большое дикое расстояние. Что для этого надо? Для этого надо тоже какое-то оборудование, которое работает по ОБД. Значит, по этому самому, что по ОБД? Надо будет, наверное, ФВДИ или Абритес, это уже решайте сами, китайцы или оригинала. По китайцу, как я уже говорил ранее, по 15 версии 2015 могу ее отвязать от интернета, если вам вдруг понадобится. Понятное дело, что-нибудь типа Т-300, СББ или прочего подобного рода для работы со старыми автомобилями и для более новых X100 Pro или что-то, опять же, подобного рода. Вот, по ним стримы и обзоры я уже делал, поэтому рассказывать и повторяться по ним я, пожалуй, не стану. Приветствую также Ратимьян. Извиняюсь, правильно сказал, неправильное имя. Немножко необычное у нас. Вот, ну, надеюсь, поздоровался, правильное имя назвал. Так, вот пошли вопросы.
CarProg себя проявляет. По CarProg иногда бывает, если покупается у китайцев, необходимо в А1 модуле сделать кое-какие доработки, но мне повезло. Значит, мой пришел абсолютно беспроблемный. Вот, по Т300 Виталий говорит, грамотная вещь. Т300 в моем понимании лучше, чем СББшка значительно. Чем он лучше в моем понимании? То есть, во-первых, в нем по вагам есть такая волшебная кнопка, как замена блока. То есть, не надо снимать блок, подготавливать. На месте по некоторым блокам просто поменял, ну, по старым, понятное дело, машинам, нажал замена блока и все, вуаля, нафиг с пляжа, как говорят. Машинка завелась и уехала. Ну, в общем-то, идеальный, по старым вагам он и пины считает. Ну, Т300 это однозначная вещь, потому что я много чего переменял из такого рода оборудования, и по результату вернулся опять, взял себе Т300, потому что по старым машинкам, по ОБД, по привязке ключей это идеально. То есть, ну, в моем понимании, если не через выпайку делать блоков, а именно в таком формате, ну, то, в общем-то, мне кажется, это хорошее, в общем-то, оборудование, которое вам хорошо может помочь. Приветствую, Бег, тоже. Значит, что у нас следующее? С оборудованием, я думаю, вы разобрались. Как себе выбрать оборудование? Смотрите, значит, стримы, которые я проводил по этому оборудованию, по распаковкам. Если вдруг этого оборудования еще не было обзоров или видео стримов, понятное дело, оно еще будет. Значит, как, значит, выбрать, чтобы стрим по этому оборудованию был, показываю еще раз. Заходим на наш замечательный сайт, нажимаем кнопку «Сообщество», где происходят периодически какие-то вот голосования на следующий стрим. Надеюсь, видно, сейчас переключился. Здесь можете выбрать на голосовании, какое оборудование, обзор, либо какая-то тема будет в следующем стриме. Соответственно, если здесь нету, нажимаем свой вариант, голосуем, и вот показать комментарии, например. И вот люди, в общем-то, оставляют свои комментарии, о чем неплохо было бы сделать стрим. Вот такая вот тема. Если какое-то оборудование вы обзор не нашли в наших видео, то, соответственно, вот сюда заглядываем. Значит, как искать у нас на канале, где что есть интересное, показываю. Темы у нас раскиданы по группам. Значит, тюнинг авто своими руками. Можно вот так вот правой кнопочкой в новом окне нажать. Что мы здесь видим? И вот здесь вот справа мы видим, значит, все видеоролики, которые касаются этого, в общем-то, стрима, этой категории, в общем-то. Находим, смотрим. И, собственно говоря, вот так у нас все раскидано. Здесь у нас есть вкладка, понятное дело, «Отключить иммобилайзер», компьютерная диагностика, все, что касается диагностики, оборудование для диагностики, обзоры оборудования, распаковки. За рулем это, в общем-то, всякие моменты интересные. Ну и избранное, в общем-то, все, что я выбрал и сюда положил. Надеюсь, эта тема также всем понятна. И сложного в этом вы абсолютно ничего не найдете. В общем-то, посмотрите и найдете. Так, пошли вопросы. Александр, люблю ваши эфиры, очень живые. Кстати, у вас тоже очень интересный канал. Обзоры идут по магазину, очень интересному, с дешевой всякой, по ценам, можно сказать, Китая. Правда, не на автомобильные темы. Ну, в общем-то, для дома, для быта можно чего-то подобрать по этим магазинам. Они в каждом городе есть. Ну и также у вас очень интересные курсы по английскому языку. Только что-то в последнее время не видно их. Вот. Так, продолжим дальше. Значит, X100 в Spark с СББ и СКП
перекрывают процентов 80, думаю. Да, может быть. Единственное, что вместо СББ, как я уже говорил раньше, я бы, наверное, порекомендовал взять Т-300. Но, опять же, это сугубо ваше личное мнение. То есть, смотрите сами, выбирайте. Я высказываю свою точку зрения. Так, Дмитрий спрашивает, а по Мерсам что лучше? Ну, по Мерсам тут даже разговаривать нечего и обсуждать. Однозначно старуха. А, к сожалению, ну, то есть в народе называется Стар 4, либо, в общем-то, этот самый. Почему? Почему DAS? Ну, потому что, в общем-то, для Мерсов это идеальное оборудование. Обзора еще не было, к сожалению. Они у меня очень быстро убегают. Свой только я собрался, в общем-то, сделать обзор, как он у меня собака сдох, отработав 4 года. Только пришел следующий с Китая, мне за него предложили столько денег, что я не сдержался, честно скажу. Сейчас у меня очередной лежит, которым я пользуюсь, но вот руки все не доходят. Сделать его обзор, думаю, сделаю в ближайшее время. Да, Виталий, кальки на Orange, на китайца есть, можно также их приобрести у меня. Вот, помогу с ними, помогу с их установкой. Вот, поэтому обращайтесь, как я уже говорил ранее, вот телефон, Viber, WhatsApp сбоку и снизу здесь есть. Все вопросы эти решабельные. Сторонний софт, по стороннему софту, что я скажу. Китайские кальки, от них я давно отошел. Мой самый любимый сторонний софт это Hex Editor. В нем можно разложить любую прошивку и все будет видно. Ну и понятное дело, база данных по уже наработанным прошивкам, которые, скажем так, уже что-то делал. Сейчас я вам покажу, сколько весит моя база по прошивкам, да. Ну, давайте и покажу. Давайте и покажу. Так, сейчас, стоп, забыл переключиться на рабочий стол. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот, моя база уже по наработанным прошивкам весит 4 гигабайта почти целых. Это только по иммобилайзерам. Это только епромы без флешей. Ну, на некоторых машинах, конечно, это и флеши занимают, но основная база по епромам. Представляете, да, почти 4 гигабайта. Это все мои наработочки. Вот, собственно говоря, вот такая вот у меня чудная база есть. Так, возвращаемся обратно в камеру. Привет, Олег. Привет, Евген. Так, пару минуточек сейчас прочитаю, успею, постараюсь. Подождите минутку. Так, а накачку катушки осциллом можно проверить? Да, ну вместо светодиода можно поставить, конечно, осциллограф, но какой смысл по-большему? Мне кажется, все-таки оптимальный вариант все-таки катушка. И не всегда с собой осциллограф повезешь. Хотя, в общем-то, я делал обзоры компактных некоторых китайских осциллографов, но сами понимаете, катушка накачки занимает значительно меньше места, вот, и ей проверить, мне кажется, немножко быстрее и удобнее. Кстати, дам небольшую подсказку, например, по Mazda 626 и по некоторым машинкам катушка вам не поможет и может немножко ввести в заблуждение. Накачки она не показывает. Вот, но это опять же все зависит от некоторых. Их не так много, этих машин, которые катушка не показывает. Но, опять же, вот такая вот картина. Так, это по вопросу. Приветствую, Олег. Так, привет, Рашид. Так, намереваюсь купить Z Fool. Что скажете по этому прибору вкратце? Z Fool хороший прибор. Лучше, конечно, чем Z Bull. Это понятное дело. Как я уже говорил ранее, если готовы отдать деньги на оригинальное оборудование, то не стоит и думать и смотреть в сторону Китая. Стоит оно значительно дороже, но оно того стоит. Если готовы отдать на него деньги, можно. Поддерживаю полностью. Привет, Ильнур. Вот. И Виктор ОГР. Что такое ОГР, не знаю, к сожалению. Транскрипция какая-то не совсем знакомая. Если можешь, напиши.
Так, ну база для знающих править руками. Да, конечно же, это база для того, чтобы править руками, потому что, как я уже говорил ранее, я крайне не сторонник заливать прошивку от другой машины. Даже пускай там есть какие-то отличия, какие-то конфигурации, немножко что-то может быть адаптировано по-другому. Вы зальете прошивку, да, она заведется, да, она поедет, но толку от нее абсолютно никакого. То есть это будет не совсем честно по отношению к клиенту. Поэтому я сторонник переделывать прошивки вручную, пересчитывать. Поэтому эта база, в общем-то, если готовы править сами прошивку, она может быть полезна. Но базу я эту не продаю, говорю сразу. Уже люди спрашивали, там мне даже не стоили $200 давали. Сами понимаете, это очень смешная сумма. База стоит значительно дороже, и за эти деньги я ее даже не вздумаю продавать. Я ее вообще не думаю продавать, если говорить более серьезно. Вот так вот. Привет, Жанат. Не знаю, правильно сказал имя, неправильно. Вот что у нас по оборудованию. Пишите вот там же сбоку, задавайте вопрос, как обычно. А мы пока перейдем к нашему замечательному Альянсу. Вы пока можете спрашивать про оборудование и про Альянс здесь сбоку. Если какие-то вопросы, я еще вернемся к вопросу по оборудованию и вам все расскажу. Если вдруг что-то, скажем так, не успели спросить или до меня поздно зашло сюда. Значит, вернемся, значит, к нашему Альянсу. Что это такое? Значит, как я уже говорил ранее, у нас есть некоторое количество людей в разных городах. Для чего это делается? Это делается для того, что если, например, в вашем городе есть наши партнеры, вам не отправлять блок далеко куда-то не надо было, а человек к вам на месте мог бы подъехать и все сделать. Китайский МАОФ — это дешевая программа, это все лажа, как я уже говорил, Виталий. Все программные продукты эти бесплатные, которыми все загажено, я не пользуюсь. Было много вопросов, возьмите, к примеру, как я уже возвращался, ровер, там, допустим, этот 450, там 200, там, ну и так далее. Если делать с китайским оборудованием это, она уваливает EEPROM. И, по сути говоря, машина начинает жрать не в себя и вылазит куча проблем. Такое же встречается также с реношками 32-м Сириусом, 31-32 блоком, 31-20, да, в общем-то, огромная куча блоков, которые эти все бесплатные программы тупо уваливают. Она вроде и едет, по сути, а едет так, что приедет через какое-то время клиент и больно побьет лицо. В общем-то, если вы не КМС по какому-то там виду спорта, да, хотя приедет с кем-то и может тогда, но это опять же не решение, поэтому я крайне не советую использовать бесплатные эти всякие калькуляторы и прочую гадость, поэтому, в общем-то, крайне не настраиваю. Так, что значит настроил ИМА на 10 тысяч запусков? Мне один электрик сказал. Вероятно, у вас Mercedes, наверное, какой-то, там стоит таймер. Значит, в замке зажигания, который дает только определенное количество запусков. Вот, наверное, это имел в виду ваш электрик, который вам делал эту работу. Вот, поэтому просто, ну, грубо говоря, таймер. CarProg, что про CarProg рассказать? По CarProg у нас уже был отдельный обзор. CarProg настоятельно рекомендую. По апелям он творит чудеса, полезный. Также по BSI французов работает хорошо. Можно пины драть или дублировать BSI. Ну, вообще у нас стрим уже по CarProg отдельный был. Поэтому. В общем-то, посмотрите, либо задайте какой-то конкретный вопрос, значит. Вот, я на конкретный отвечу. Просто общий обзор по CarProg в этом стриме делать не совсем комфортно и не совсем удобно, наверное, потому что вот, либо конкретный вопрос по CarProg задайте, либо это самое. Да, Sprinter 208 у вас, я примерно так и предполагал, Дмитрий. Да, там ставится, можно поставить таймер на количество заводок. Ну, 10 тысяч заводок это, конечно, много, но через какое-то время он у вас опять станет. По сути говоря, наверное, самый простой вариант был вообще отрубить ИМОшника. Если переживаете за это, в общем-то, можете написать Viber, WhatsApp, я вам с этим
этим помогу. Ну, либо кто-то из наших партнеров, кто находится ближе. Так... Виталий говорит, для апелей обком тоже вещь. Все, обком обязательно, обязательно обком, потому что одним только карпрогом без обкома вы не сделаете ничего. Карпрогом вы можете подготовить блок, выдрать из него пин, как вариант, там вин прописать, все остальное, но привязать блок, положить ключи уже потом, вам обком однозначно понадобится. Обком китайский стоит там в районе, по-моему, 20 или 30 долларов, даже может и меньше того сейчас. Поэтому обком иметь просто обязательно для апелей, ну вот просто очень-очень. Хотя, к примеру, ну это больше для старых, наверное, года до 10-го обком нужен. X100 Pro зеленый я не скажу, у меня красный, я по нему делал обзор. Да, наверное, стоит, чтобы X100 должен быть на руках. Просто, как я уже говорил, один X100 у нас делал OBD Star, а второй делал X-Tool, насколько я помню. Может быть, ошибаюсь. Поэтому, ну, они, в общем-то, в свое время разошлись. Они начали как одна контора делать, а потом OBD Star делал, X-Tool, скажем так, у них приобретал за бесплатно, если можно так сказать, и дублировал. Ну, некоторые доработки X-Tool свои в нем были. С поддержкой на X100, к сожалению, продлением сейчас довольно туго. Я бы сказал даже, что никак. Поэтому, в общем-то, смотрите сами, выбирайте сами. Но X100 однозначно нужный прибор. Его обзор, стрим тоже я отдельный делал. Поэтому рекомендую посмотреть. Если стоит вопрос, брать или не брать X100, посмотрите стрим, довольно длинный и, мне кажется, довольно полезный. Карпрок или ИПРОК, Валентин спрашивает. Я считаю и Карпрок, и ИПРОК. Много программаторов и много сканеров не бывает. Сначала бы, наверное, я все-таки взял Карпрок, потом бы ИПРОК. Но это мое личное мнение, опять же, основано на моих личных наблюдениях. Вот. Так, что не нашел, просто стрим. Чуть не нашел. Так, стрим. Может быть, видеообзор был. Если не было стрима, я поищу. Я, честно, сам не помню. Если не было, то сделаем. Да, Карпрок читает дамп, пишет чипы можно писать. И также Карпрогом можно писать и в дампы. Править их, шить, там много чего полезного есть. Если по Карпрогу все-таки был только обзор и не было стрима, то обязательно его сделаем в ближайшее время. Не забудьте подписаться на наш канал только и следить внимательно за выходами видео и стримов. Так, стоп, я что-то пропустил уже. Так, Рашид спрашивает, условия какие, чтобы стать нашим партнером. Значит, по партнерам мы еще пройдемся чуть позже. После обзора оборудования я зайду еще, расскажу, что такое альянс, и про курсы пройдемся. Но чуть позже расскажу, все расскажу. Более детально все будет в личных, но по общему пройдемся в стриме. Так, что скажешь насчет CF18, если не ошибаюсь, это ноут. Да, CF18, CF21. Я в свое время брался этот ноут, но скажу честно, попользовавшись им около месяца, я от него избавился. Конечно, он классный, конечно, он большой, конечно, он крепкий, но собака, он тяжелый. Где-то через некоторое время его использования, я не скажу, что я, конечно, слабенький и хиленький. Вот, ой, что-то упало. Ой, бутылка упала. Это самая фляжка. Но его таскать, откровенно говоря, вместе с оборудованием просто заколебывает глобально. Поэтому я от этого Panasonic благополучно избавился. И однозначно его себе больше не хочу брать. При выборе бука рекомендую какой-то бук, который будет работать и с XP-шкой, и с семеркой. Вот так вот. Поэтому смотрите, если выбираете ноутбук, что-то такого плана. Так, то же самое, что красный, но зеленый еще... Если от ABD Star, на них прошивка одинаковая, обновляется по Subaru на офсайте. Я себе обновил. Да, неплохо, надо попробовать. Приветствую, Александр, тоже. Так, напомните про лайки. Да, лайки обязательно. Лайки. Вот, если тема интересная, давайте побольше. Вот там вот
лайков нажимайте. Вот тут вот где-то. Вот тут вот лайки нажимайте. Зорька правильно порекомендовала. Так. Ваше мнение про Renault Link для Renault. Ну, скажем так, мне больше всего нравится клип. Renault Link я сам не пользовался, читал отзывы, но рекомендовать не буду, потому что не знаю, потому что я с ним не работал. Тут уж обессудьте. А Виталий, нет, я свой продал уже Panasonic, я говорю, я от него уже избавился. Вот, так что у меня Panasonic этого нету. Я уже, наверное, на протяжении где-то 5 или 6 лет использую ноутбук HP 2560+. Hewlett Packard. Значит, ноутбук EliteBook, так называемый, на первом поколении i7 процессоров. Понятное дело, что он сейчас даже с i3 современными, где-то там внизу очень далеко. Я его для своей работы прокачал по полной. Значит, на нем у меня 32 гига оперативки и 2 винта стоит SSD-шных. Один вместо родного винта, а второй через переходник вместо CD-ROM. Так, CD-ROM я практически не пользуюсь. Что дает SSD? Во-первых, нет крутящих моментов никаких. Во-первых, надежнее SSD-шные винты. Во-вторых, в общем-то, и потребление энергии значительно меньше. На день работы мне его выше крыши. Также на этом буке я занимаюсь версткой этих всех видео. Вот сейчас я именно с этого ноутбука веду стрим, к сожалению, поэтому вам показать его не могу. Вот. Но покажу в каком-то из видео, если вам интересно. Кстати, в некоторых видео он виден. Серебристый такой ноутбук, это вот он. Так, кто еще пишет? Так, из Сморгодни, Гродненская. Центра на CF31. Как в Иркутске самоизоляция. Да, клип китайский для Renault однозначно стоит брать. Если собираетесь заниматься привязкой ключей, конфигурацией, изменением каких-то блоков, однозначно нужное оборудование, однозначно, мега однозначно, потому что им можно даже оживить некоторые машинки. Допустим, если брать... даже не заниматься привязкой ключей. В принципе, я вам сделаю интересный видос, как оживлять с помощью клипа, с помощью там буквально нескольких нажатий многие старые реношки. Ну и по диагностике он реально творит чудеса. Поэтому клип даже китайский однозначно брать стоит. Рекомендую. Так, у SSD есть минус, малое количество записей, но есть плюс, более быстрый. Да, кстати, Виталий абсолютно прав. И в этом тоже. Для количества записей я поставил себе мониторинг, специальную программу. Как только веник будет приходить, значит так, к предсмертному состоянию, у меня появится окошко на ноутбуке, и я веник забэкаплю. И, соответственно, сразу задублирую на новый. Вот такая вот картинка. Так, ну что ж, давайте, наверное, про Альянс поговорим. Ну, вы еще все равно можете спрашивать про оборудование, вернемся. Я пока отходить от Альянса не буду, да, от темы. Вам расскажу про него, что это и с чем это едят, а потом отвечу на ваши вопросы вот здесь по оборудованию. Так, это вы о своем. Так, хорошо. Значит, я собирался рассказать, что такое Альянс. В общем-то, как я говорил ранее, у нас есть некоторое количество партнеров в разных регионах. Значит, было сначала... не совсем верно поступил, около, наверное, 30 человек набрал. Но по результату, в общем-то, пришлось большую часть отсеять. 2 человека ушли сами по причине того, что немножко либо поменяли профиль работы, либо, в общем-то, еще какие-то нюансы у них были. Основную массу пришлось выдвинуть, потому что, в общем-то, были недовольные клиенты. Вот, поэтому осталось у нас сейчас абсолютно немного. Значит, где их найти и смотреть на свой город искать. Значит, заходим на наш сайт, нажимаем сайт.
и нажимаем наши контакты. Вот, собственно говоря, кто у нас остался. Это самые надежные, самые проверенные, от которых, в общем-то, не возникало еще ни одной претензии от этих партнеров. Они работают молодцы. Значит, что необходимо, чтобы стать нашим партнером? Для этого необходимо написать Viber или WhatsApp. Значит, сразу говорю, есть такое понятие, как вступительный взнос, есть абонентка. И что это дает? Это дает, понятное дело, клиентов, размещение на нашем сайте и также дает скидки конкретно глобальные относительно розничных в различных наших услугах. Значит, что еще? Конкуренции в одном городе два партнера быть не может. Это основное правило. Поэтому кто занял город, тот в нем, как говорится, и барин. Ну, понятное дело, этот город можно потерять либо постоянно косяча, либо по своему желанию, если уйти. Других вариантов потерять город нету. Либо какие-то две сменные области, не пересекающиеся. Например, кто-то один занимается только диагностикой, а кто-то второй занимается, например, только иммобилайзерами. Тогда можно занять, в общем-то, нишу в одном городе. Других вариантов у нас нету занять в одном городе. По ценам уточняйте Viber, WhatsApp. И, понятное дело, теперь введен обязательный экзамен на вступление в альянс. Чтобы не было таких косяков и недовольных клиентов, поначалу делаю обязательный опрос, в котором уточняю, насколько потенциальный клиент, скажем так, вступить в наши партнеры адекватно может выполнять поставленную ему задачу и работу. Вот, собственно говоря, что касается альянса. Сейчас отвечу на ваши, значит, вопросы. Так, это вы уже говорите на свои темы по карантинам. Так, Саня, видеокурсы будешь делать по иммобилайзерам и так далее? Да. Как я уже говорил в самом начале, сейчас мы эту тему затронем обязательно. Так что Виталий не совсем прав. Вот курсы будут, обязательно будут, потому что я, в общем-то, хочу, чтобы в ваших городах тоже были наши партнеры. Так как желающих, может быть, и есть, но опыта, может быть, какого-то не хватает, то однозначно курсы будут по иммобилайзерам, хотя в свое время эта тема была приостановлена, но сейчас я вам про это расскажу. Значит, да, хлеба всем хватит. Я считаю, машин меньше не становится. Как некоторые бы нытики не ныли о том, что вот отключатели иммобилайзера, у них забирают последний хлеб. Показывайте себя мастером. Тогда клиент от вас не уйдет. Тем более, если учесть, что для розничного клиента у меня не самые низкие цены. Вот. Для мастерских, понятное дело, есть скидки и так далее, система. Вот, поэтому я считаю, что клиентов хватит всем. Проявляйте себя просто как достойный мастер, адекватный, и ваш клиент от вас никому не уйдет. В общем-то, это все, что я считаю. Так, платные видеокурсы, конечно, они будут платные, однозначно. Значит, как я говорил ранее, если вы помните, касаемо нескольких попыток проведения групп, это будут курсы не в виде записи, это будут курсы в реальном времени, однозначно. Это реальное время у меня будет занимать мое рабочее время, и курсы, понятное дело, будут стоить денег. Это будет не там $30, $40, как некоторые продают свои диски. Почему я считаю такого рода курсы неправильными с продажей видео, которое записано было 200 лет назад? Во-первых, ситуация может меняться на рынке работы, технологии различные могут меняться, оборудование может меняться, и, грубо говоря, через год видео, записанное год назад, может абсолютно уже ничего не стоить. Это первое. Второе, во время занятий у абитуриентов могут возникать какие-то вопросы. Имея это видеодиск какой-то, да,
либо запись, пускай даже закрытого какого-то канала, которое было записано давно, ну, диск, я не знаю, поставить его перед собой, молиться и задавать вопросы ему, мне кажется, это дурная затея и не совсем правильно. А во время курсов и занятий человек, который, в общем-то, проходит эти курсы, может задать свой непосредственно вопрос, который у него возникает непосредственно во время самого получения информации. То есть он что-то захотел узнать, вот я ему что-то рассказываю, он что-то не понял, и, соответственно, он сразу задает этот вопрос. И поэтому, в общем-то, получает сразу на него ответ. Понятное дело, по курсам, что касается, настоятельно рекомендую тем, кто будет записываться на курсы и проходить их, вести конспект, не держать все в голове. Даже если у вас записаны эти будут видеоролики, сами прекрасно понимаете, что-то недопоняли, что-то не до так, а когда у вас это записанное есть, вы можете всегда это посмотреть и, в общем-то. Также эти стримы, которые будут проводиться, будут идти по закрытому каналу, которые нельзя задублировать и пустить куда-то на сторону. Поэтому вести конспекты настоятельно рекомендую. По курсам у нас будет дополнительное еще одно видео. Я думаю, сделаю еще один стрим дополнительный для, значит, оплаты всех услуг и для, значит, ну, курсов, понятное дело, будут дополнительная система оплаты введена. У кого нет Яндекса, у кого нету там, допустим, других возможностей оплатить, можно будет платить с обычной любой кредитной карточки. Значит, система сейчас как раз в нашей организации, в которой я, в общем-то, от которой выступаю, значит, будет предоставлена также на нашем сайте через некоторое время. Сейчас это все легализуется, если можно так сказать. Кроме своего частного монетарного предприятия, я зарегистрировал еще индивидуального предпринимателя для того, чтобы вести курсы и проще было с расчетами. То есть называется эта система интернет-эквайринг, если кто-то понимает, но не будем вдаваться в подробности. Все, значит, как это называется, по-научному, я не бухгалтер, будет это все на нашем сайте, я отдельно сделаю стрим. Вот такая вот, значит, у нас картина по курсам. Также по курсам, что я еще хотел сказать, номер WhatsApp, Viber, вот они сбоку, Виталий спрашивает, а также почти внизу под каждым видосиком. И также есть в шапке нашего канала, сейчас покажу, заходим, вот Viber, WhatsApp. Вот здесь вот номер тоже написан. Заходим, смотрим, видим. Возвращаюсь обратно сюда к вам. Значит, что еще по курсам? Значит, я хотел очень важно сказать. Подождите минутку, я сейчас отвечу на вопрос, потом я вернусь. А тут, ой-яй-яй, сколько накопилось. Так, Viber, WhatsApp я уже сказал. Максис говорит, кто знает, что блокирует именно Mercedes C-класса 97-го, BSI-шка, либо блок, 97-й там иммобилайзер, либо AM-модуль будет. Надо смотреть конкретно какой блок. Дальше, да, Вадим, связывайся. Максис, нет стартера, еще что-то. Так, Зорька, Александр, все круто, у нас поздно очень. Я побежала. Доброй ночи, Зорька. Видео можно будет также это посмотреть позже в записи. Так, приехать на курс можно будет в онлайн, вживую. Я думаю, тоже вживую курсы будем проводить также. У меня планировалось сейчас некоторое, значит, количество дальняков на моцике. Кстати, кто не в курсе, заходите. Вот я открыл мотоканал еще у себя. Ну, точнее говоря, это мой канал был про похудение, в котором я сейчас завел тему про мотоциклы. Тут есть у нас и мотораспаковки различные, и различные, значит, работы с
покатушки мои, ремонты мотоцикл, ну вот как видите, да, всякие мои доработки, тюнинги, да, и много-много чего полезного. Вот еще куча видео там выложено с ограниченным доступом. Заходите, подписывайтесь на этот канал тоже. Я думаю, много кому он будет интересен. Также вот моей жены есть канал про приготовить быстро и вкусно, да, тоже на него можете зайти, про готовку. А также вот мои путешествия различные здесь есть на мотоканале, развлечения мои и какие-то, ну, скажем так, всякие делишки, грубо говоря, влог. Ну и про мое похудение. Какой я был раньше полный товарищ, да, и какой сейчас стал, если можно сказать, дрыщ, да, худой. Стройный, вот. Единственное, еще немножко тут жира этого осталось, мешка. Думаю, сделать операцию или не делать, но это уже второй вопрос. Можете посмотреть, у кого есть лишний вес, тоже может пригодиться. Тут мои похудения всякие, как я сбрасывал, шмотки, в которых я вырос и так далее. Вот, если интересно, заглядывайте туда тоже. Так. Так. По цене курсов расскажем. Все отдельно. Кстати, по цене курсов сейчас расскажу. Значит, по цене курсов, что касается, значит, основная причина, из-за чего в прошлый раз были, скажем так, приостановлено проведение курсов, то, что группы были из примерно 15 человек. Чем это негативно сказалось? Хотя я и старался разбивать группы на людей примерно одинаковых по своей подготовке, но по сути это сыграло и негативную роль. Не то, что я разбивал группы, а то, что было группы по 15 человек примерно, где-то 14, где-то 17. Это сказалось негативно на том, что некоторые новички стеснялись задавать вопросы свои, а по результате, не усвоив темы, говорили, что все прекрасно поняли, ну или стеснялись, я не знаю, перед другими мастерами, или что-то еще. Может быть, не успевали, может быть, я не успевал дать грамотно ответ на заданный вопрос. Ну, собственно говоря, поэтому по результату выходили, ну, можно сказать, в большей своей степени не совсем подготовленные мастера. Поэтому, как я и говорил ранее, за те курсы я ни копейки с людей не взял, потому что подготовка была никакущая. Сейчас в виде эксперимента я провел, значит, курс, взяв всего 5 человек в группу, значит, и по выходу результат был глобальный между тем, когда было 15 человек группа и 5. Мастера вышли более подготовленная. Группа была не по иммобилайзерам, а по диагностике, по автоэлектрике. И по результату я получил вполне нормальных, вполне адекватных мастеров, которых можно смело пускать в работу. По этой причине я решил группу работы по иммобилайзерам собрать все-таки из 5 человек группа будет. Понятное дело, значит, это потребует больше немножко моего потраченного времени на подготовку тех же, допустим, результативно 15 человек. По цене это, значит, приведет также к тому, что цена будет немножко выше, чем когда было 15 человек. Надеюсь, это прекрасно понимаете. Но по результату информации вы получите значительно больше. Значит, как будут разбиваться группы? Поначалу, перед формированием групп, я буду проводить дополнительный опрос. Как это будет делаться? У каждой группы будет своя, значит, по результату подгруппка в Телеграме, либо там в какой-то другом чате, значит, в котором будут задаваться дополнительные послестримовые вопросы. Стримы будут закрытые для этой группы, для каждой свои. Смысл этих видео повторять в виде записи, как я уже говорил, для другой группы, если у нее будут абсолютно другие вопросы. Цена будет зависеть от подготовки группы. Ну, собственно говоря, вот такая вот картина. Дополнительный
стрим по значит, этим подготовкам я буду проводить дополнительно. То есть в ближайшее время сейчас у меня происходит, скажем так, решаются некоторые номенклатурные вопросы по работе всей этой системы, сертификация там и прочее, именно по курсам по образовательной деятельности. И, соответственно, ну, не хочется, в общем-то, вести все курсы и подготовку в левую. Хочется, чтобы все было легально, сертификации и так далее. Вот, то есть, раз это у нас кое-какая все-таки образовательная деятельность, чтобы по результату хоть какие, но дипломы я мог выдавать, а не просто писульки. Вот, значит. Дополнительно, как я уже говорил, стрим именно по образовательной деятельности, по курсу я проведу дополнительно. То есть я пришел к тому, что это надо делать. Курс будет длиться в среднем, значит, около месяца. Значит, стрим будет включать в себя значит, конкретно я не скажу, сколько будет занимать конкретно ваша группа, потому что вы можете попасть как в более подготовленную группу, так и в менее подготовленную. От этого будет зависеть стоимость от подготовки группы и, соответственно, количество занятий. То есть, потому что если вы знаете основы диагностики автомобиля, хотя бы иммобилайзера, смысл вам проводить и тратить часы на это, если вы это и так ваша группа будет знать, ну, смысл вам за это платить деньги. Ну, собственно, вот такая вот картина. По большему какие-то моменты вы, конечно, можете перехватить и на канале в бесплатных видеостримах. Что-то получите, понятное дело, уже в образовательной системе. Понятное дело, с каждой группой будут отдельные беседы, будет расформировка какая-то групп, переформировка. Если окажется кто-то менее подготовленный в более мощной группе, то он будет переведен в менее мощную группу. Ну и, соответственно, наоборот. А это по сроку группы. Так, Роман спрашивает. Добрый вечер, пишу с Винницы. С китайским Diagbox для ПСА не работали? Как он? Спасибо за информацию. Лайк поставил. Настоятельно рекомендую вместо Diagbox использовать Peugeot Планеты Lexia с Diagbox, который в сборе обе программы вылазит много косяков по конфигурации блоков, по адаптациям и по прочим. Это мое личное мнение. Ну, в общем-то, я так считаю. Поэтому, если какие-то моменты у вас возникают с этим, то обязательно ставьте Lexia или Peugeot Planet. Потому что было уже много ситуаций, когда человеку даешь уже готовый блок привязки, он не может привязать, уже сам начинаешь что-то не понимать, берешь сам блок на машине, все делаешь, а у него ни хрена не получается. По результату у него оказывается сборка Diagbox, в которой это работает не совсем корректно. Поэтому рекомендую, в общем-то, если занимаетесь конфигурацией, привязкой блоков и так далее, использовать Diagbox, вместо Diagbox Lexia и Peugeot Planet. Не знаешь, спрашивай, иначе так и не узнаешь. Ну, просто человек боится, Дмитрий, понимаете, о том, что его посчитают не специалистом. Ну, не знаю, кто-то комплексует по этому поводу и так далее. Я считаю сам, что я не гуру и мега-специалист, потому и сам изучаю, постоянно мониторю информацию, постоянно лезть во что-то, разбираться. Потому что как только я скажу, что я мега-специалист и мега крут, на этом мое развитие полностью остановится, и я дальше не полезу. Вот так. А я считаю, что я не мега крут и не мега специалист, и поэтому я все время стараюсь себя в чем-то развить и узнать что-то новое. В общем-то, это мой личный взгляд на ситуацию. Поэтому, если у кого-то какие-то вопросы, спрашивайте, не стесняйтесь. Вы не станете более плохим мастером от того, что вы зададите вопрос. Вы станете более плохим мастером, если не будете разбираться и не зададите вопрос, не разберетесь в вопросе. Собственно, вот мое личное мнение. Так. Будет тема также по удалению сажевых фильтров и EGR, но это уже буду вести не я, так как это мое, как я уже говорил ранее, дополнительное увлечение. Так, да, и как я уже говорил, чип-тюнинг, EGR и сажики это мое больше увлечение, а не основной профиль. У меня основной профиль это работа с иммобилайзерами, работа с ключами. Вот так вот.
Так, пилу взял и удалил. Так. Какая минимальное наличие оборудования инструментов для начинающих? По оборудованию. А, Посмотрите это видео с самого начала. Ну, я вроде бы советовал вам, говорил. Уже в самом начале этого видео я прошелся по минимальному оборудованию. Предположительно, стрим по курсам планируется на следующий стрим наш, если все нормально, в следующую среду будет. Вот такие вот картинки. Пока начало курсов у вас еще есть какое-то время, можете не спешить с приобретением оборудования. Ну, что-то вам понадобится, понятное дело. А в остальном. Приветствую, Сергей тоже пришел к окончанию уже стрима. Ну, ничего, можно будет посмотреть в записи. Так, Боб Губка, добрый вечер, всем привет с юга, приветствую. Ну, как сказать честно, на час опоздали, мы немножко раньше уже, в 8 сейчас начинаем, а не в 9. Так как у людей карантин, прошлый стрим вообще был намного ранее. Я его вроде как с утра проводил. Поэтому мониторьте, внимательно следите, когда выходит следующий стрим. Сейчас в связи с непонятными делами и блокировками у многих работ, стримы выпускаются не совсем по графику. Поэтому старайтесь, ставьте там вот, кстати, вот лайкосики, не забывайте. Приветствую, Павел Диагност. Ай-яй-яй, а вот кто знал, в чате кто был, кому я говорил, что стрим на час раньше начался. Но ничего страшного, как я говорил ранее, стрим можно посмотреть в записи. Вот, значит, сегодняшние основные темы я вроде бы перекрыл, оповествовал, по ним говоря точнее. Если какие-то вопросы, задавайте тут, вот тут вот снизу. Кто смотрит записи, тоже спрашивайте здесь. Вот тут также есть такая волшебная кнопка, вот так вот называется. Обязательно ее надо нажать. Насчет Honda у меня вопроса не было, Виталий, прошу прощения. Повторите еще раз вопрос сейчас здесь, постараюсь ответить. Наверное, я где-то его упустил, если честно. Вот, также задавайте пока свои вопросы, вот здесь вот все, кто смотрит в онлайне. Ну и, как я говорю, кто смотреть будет в записи, задавайте их вот здесь вот снизу. А что там по Хонде было, я, честно говоря, упустил. Честно говоря, мне немножко стыдно. Вот, Женат, что надо вообще по оборудованию? То есть однозначно это будет диагностическое оборудование. Рекомендую стрим посмотреть по выбору оборудования, то, что я уже говорил. И по программаторам, то, что надо будет, я также говорил. Ну, на курсы вам это еще ничего не надо. Курсы будет больше теория. Зачитать мод CBR 1000. По CBR у меня отдельный есть сканер диагностический на китайца, на китайском. На Алике покупал, стоил он что-то в районе $50. Значит, по CBR также у него есть по 1000, смотря от года, самодиагностика. Можно нажать волшебную кнопочку, и у нас на экранчике чудном напишет все ошибки. По своему BMW расскажу, использую Ringgold на канале вот том вот чудном. Сейчас вам покажу, где он. Вот здесь вот. Заходим сюда. Вот мы на нашем основном сайте. Чик, на мотокод заходим. Вот тут вот в этой главе по диагностике мотоциклов, по привязке ключей, мои покатушки на моте и все прочее будет здесь. Вот прокаты мои, как я хряпнулся на моцике, покупки всякие и так далее и тому подобное. Короче, все будет здесь. Так что заползаем туда, подписываемся и внимательно смотрим. Привет, Саша Кристал. Ну, кстати, уже, к сожалению, не сильно рано. По ведьмочке сделаем отдельный стрим с обзором. Я думаю, будет многим интересно. Так, по диагностике тоже писал. Наверное. Я не знаю, но про CBR у меня, если честно, сообщение это не выскакивало даже.
по диагностике все расскажу, зададите вопросы. Ну, по мотам лучше на том канале, который я сейчас, задавайте вопросы, там будут темы по диагностике, потому что когда на этом канале я Кавасаку там задавал загадки, еще пару обзоров было по ремонту мотов и так далее, народ это видео абсолютно никак не зацепило. Поэтому все мототемы поголовно по диагностикам, по ремонтам были переведены на тот канал, который я только что показал. Значит, ну что ж, давайте, наверное, завершать на этом наш стрим. Вопросов уже как-то не очень, я смотрю. Поэтому ставьте вот здесь вот лайкосики волшебные. Делайте репост этого видео в своей соцсети. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Открываем видосик. Вот он идет. И нажимаем поделиться. Ну вот под стримом. И везде нажимаем прошлись и отправили его везде. Вам за это будет отдельный бонус. Какой, не знаю, но все равно карме прибавится. Это однозначно. Вот, привет, Сергей. Ну, уже, к сожалению, стрим заканчивается. Так, всем, значит, как я уже говорил, еще раз спасибо за наше присутствие, за ваше здесь на канале, на этом стриме. Ставим лайкосики. Значит, подписываемся на все 3 канала, которые я называл. Кстати, да, в Сморгонь, классно. Планирую, этим летом у нас границы перекрыли все, поэтому будем делать проезды по Беларуси, прохваты. Так. Ну да, по загадкам. Ну, по загадкам как бы старайтесь задавать вопросы, буду на них стараться отвечать. Стараюсь, во всяком случае, по-большему. Как я уже говорил ранее, ставьте лайкосы. По оборудованию список будет внизу под видео. Какие услуги мы оказываем, вы и так знаете. В наших видео это все и так написано. Ну, в общем-то и все. Подписывайтесь на канал. Всем еще раз огромнейшее спасибо. Здоровья, главное, всем крепкого. Крепкого здоровья. Мне стыдно, что я этого не пожелал в самом начале, особенно сложившейся у нас в странах ситуации. Всем крепкого здоровья, всем семьям, всем знакомым, всем друзьям, да и просто всем людям крепкого-крепкого здоровья. Здравствуйте, Олег, но уже, наверное, до свидания. Запись будет, видео будет в записи, можете посмотреть. Все, еще раз всем огромное спасибо. До скорых встреч. Пока-пока. Останови.